Обыватели говорят, ничего такого не было. Не было ни потопов, ни ядерных войн, если и было, то об этом писали бы писатели и поэты. Оказывается, писали. Вот то немногое, что просочилось через цензуру. Тургенев «Дворянское гнездо». Описывается 45-летний Лаврецкий, у которого не сложилась любовь, и он, постаревший, вернулся в усадьбу, где когда-то давно он влюбился в Лизу. Лаврецкий вышел из дома в сад, сел на знакомой ему скамейке. Грустно стало ему на сердце, но не тяжело и не прискорбно. Сожалеть ему было о чем, стыдиться нечего. «Играйте, веселитесь, растите, молодые силы», — думал он. И не было горечи в его думах. Жизнь у вас впереди, и вам легче будет жить. Вам не придется, как нам, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака. Мы хлопотали о том, как бы уцелеть, и сколько из нас не уцелело. А вам надобно дело делать, работать, и благословение нашего брата, старика, будет с вами. О чем написал Тургенев? Вам не придется, как нам, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака. Мы хлопотали о том, как бы уцелеть, и сколько из нас не уцелело. Мы поймем это буквально, что были какие-то события, в которых людям приходилось бороться, вставать среди мрака, предпринимать действия, чтобы уцелеть. Также много людей не уцелело, то есть погибло. Роман «Дворянское гнездо» описывает события 1842 года в России. Он был написан Тургеневым в 1856-1858 годах. По идее, Лаврецкий родился в 1797 году, и он в осознанном возрасте, предположим, 14-16 лет и старше, а это 1811-1813 годы, застал в своей жизни что-то страшное. Что же? Вот вопрос. Может быть, Некрасов нам поможет разобраться. Стихотворение «Горе старого Наума», 1874 год. Фрагмент. «Я думал гордо, кто не рад, оставить миру племя. Но я родился не впопад. Лихое было время. Забыло солнышко светить, погас и месяц ясный, и трудно было отличить от ночи день ненастный. Гром непрестанно грохотал, и вихрь был ужасен, и человек под ним стоял, испуган и безгласен. Был краткий миг, заря зажгла, роскошно край лазури, и буря новая пришла, на смену старой бури. И новым силам новый бой, готовился усталый. Поник я буйной головой, погибли идеалы. Забыло солнышко светить, погас и месяц ясный». Эти строки рассказывают нам о событиях, когда в атмосферу попало большое количество пыли, закрывшее солнечные лучи. Официально эта пыль была от извержения вулкана Тамбора в Индонезии. Вот что пишут официального. Извержение вулкана Тамбора в 1815 году произошло на индонезийском острове Сумбава и стало крупнейшим вулканическим извержением в истории человечества. Выделилась энергия, эквивалентная взрыву 800 мегатонн тротила. В атмосферу было выброшено 150-180 кубических километров вулканического материала. На острова Индонезии обрушились волны цунами, достигавшие 4 метров в высоту. Извержение выбросило в стратосферу огромные массы оксида серы, который на высоте в 30-50 километров над землей превратился в серную кислоту. Температура по всему миру упала, где-то на 0,4-0,7 градусов по Цельсию, а где-то и на 3-5 градусов. Возникла так называемая вулканическая зима, а 1816 год вошел в историю как год без лета. Резкое изменение климата вызвало эпидемию тифа в юго-восточной Европе и в восточной части Средиземноморья, а также привело к возникновению нового штамма холеры в Бенгалии. Осталось понять, извержение вулкана было причиной этих страшных последствий, или же более страшное событие спровоцировало извержение вулкана. Был ли это один вулкан или что-то большее? 800 мегатонн – это 800 ядерных бомб мощностью 1 мегатонна или 400 бомб мощностью 2 мегатонны. Это довольно много. Я думаю, кому-то интересно не только смотреть видосики, но и выйти на новый уровень. На Бусти я открыл 2 новых вида подписки. Смотреть все плюс доступ в секретный чат разгадки истории.
где вы сможете общаться с автором канала, с другими интересными людьми, задавать вопросы. Также планируются совместные экспедиции, эксперименты, исследования. Вторая подписка будет включать все вышеперечисленное, плюс экскурсия на выбор. Мистический Венев, закопанная Тула по следам Махабхараты. Ссылки в описании. Следующее упоминание о катастрофичном событии. Салтыков-Щедрин. Роман «История одного города». Замысел этого произведения появился у автора в 1850-е годы. Глуповцев поразило неслыханное зрелище. Север потемнел и покрылся тучами. Из этих туч нечто неслось на город. Не то ливень, не то смерч. Полное гнева, оно неслось, буровя землю, грохоча, гудя и стеня, и по временам изрыгая из себя какие-то глухие, каркающие звуки. Хотя оно было еще не близко, но воздух в городе заколебался. Колокола сами собой загудели, деревья взъерошились, животные обезумели и метались по полю, не находя дороги в город. Оно близилось, и по мере того, как близилось, время останавливало бег свой. Наконец земля затряслась, солнце померкло, глуповцы пали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца. Оно пришло. Что именно пришло, непонятно. Возможно, разобраться в этом поможет уже не художественная литература. Иван Федорович Афремов в историческом обозрении Тульской губернии в 1850 году описывал следующее. От подземных сил огня известные землетрясения были. 14 октября 1802 так, что везде качались здания и со столов падала посуда. А в Калуге, Лихвине и Козельске сами собой звонили колокола. 11 января 1838 землетрясение продолжалось около минуты, и в оба раза направление имели они от юга на север. Землетрясение на среднерусской плите, возвышенности, довольно редкое явление. Что же его вызвало? Вот что писал Загоскин в романе «Рославлев» или «Русские» в 1812 году. Непонятное чувство, похожее на то, которое смущает нас предсильную летнюю грозою, сжимает его. Предчувствие какого-то отдаленного несчастья меня пугает. Недаром говорят простолюдины, недаром прошлого года так долго ходила в небесах невиданная звезда. Недаром горели города, селы, леса, и во многих местах земля выгорала. Не к добру это все. Быть великой войне. Обратим внимание на фразу. Горели города, селы, леса, и во многих местах земля выгорала. Теперь почитаем Пушкина. Все вы, наверное, помните поэму «Руслан и Людмила». Название означает следующее. «Рус-ланд» – русская земля, и «люд» – милый, народ, в которой описывается зеленый дуб, на котором золотая цепь, по которой ходит кот-ученый. Зеленый дуб – это окисленный медный столб, на котором намотана золотая проволока, по которой ходит ток. Самое важное – это место, лукоморье. Это вот здесь. Сейчас тут бескрайние болота. Написано произведение в 1818-1820 годах. А в 1820 году Александр пишет следующее стихотворение с названием «Я видел Азии бесплодные пределы». Я видел Азии бесплодные пределы. Кавказа дальний край, долины обгорелы. Далее довольно обычный текст. Азия или Асия – это материк. Почему в Азии обгорелые долины? Что именно их обожгло? Непонятно. Интересно, что произведения Пушкина редактировались. Вот, например, стихотворение «Медный всадник». Все вы, наверное, помните фразу «Россию поднял на дыбы». Так вот, оказывается, в изначальной версии этой строки не было. У меня есть уникальная книга 1857 года, и тут эта строчка подписана чернильной ручкой. В примечании говорится, что в поэме 4,5 стиха составлены Жуковским, и оно должно читаться, как здесь напечатано. Кто знает, сколько еще строчек Пушкина были изменены или дописаны. Во многих произведениях описывается, что пропало солнце. Официально это было в 1815-1816 годах. Я недавно предположил, что нашествие Наполеона
Это аллегоричное описание этих событий, и вот почему. Известно, что Аполлон – это Солнце. Вот так зазывался наш герой изначально – Неаполио. Вот фотография монумента на Вандомской площади. Что, если Неаполио означает «не Аполлон», то есть «нет Солнца»? То есть нашествие Наполеона – это аллегоричное описание годов без лета? Годы без лета, как мы помним, были холодные, и солдаты Наполеона тоже замерзали. Годы немного не совпадают. Это как версия. Ваше мнение, как всегда, в комментариях. Вот так описываются события 1812 года в той же книге Пушкина. Москва пострадала от всякого сброду. То есть не армия солдат в белых панталонах под руководством офицеров, а всякий сброд. Как будто это были какие-то бродяги со всей Европы в поисках еды. Есть еще 3 произведения, которые явно указывают на катастрофу. «Виды Москвы». Автор Евдокия Растопчина. «Тьма». Автор Джордж Гордон Байрон. «В глухие дни» или «Предание». Автор Константин Бальмонт, описывающие события 1600-1603 годов. Я их уже много раз зачитывал в своих роликах. А сейчас подведем итог. Из выше приведенных произведений мы делаем вывод о некой катастрофе, которая произошла на всей Земле в начале XIX века. Официально она была, но ее значение и последствия как-то не очень афишируются. Да, был год без лета, были эпидемии, но на этом как бы и все. Этой катастрофы даже нет в учебниках истории. А почему эти события решили засекретить, давайте я сделаю об этом отдельное видео. А на этом все. До новых встреч. Пока.